Я дизайнер интерьера и очень часто слышу, что стеклянные блоки — это что-то ужасное, некрасивое, что это какой-то отсылки к советскому бассейну или там столовой. Сегодня хочу для вас полностью поменять ваше представление о стеклянных блоках, показать, что это бывает действительно очень красиво, рассказать историю их создателя и показать, как в Петербурге на производстве по оригинальной технологии производят стеклоблоки Falconier. Я сейчас нахожусь как раз на производстве. Со мной будет беседовать Тамара, руководитель производства. Расскажите, пожалуйста, как вам вообще, с чего вообще пошла история, вот что вы стали создавать именно эти блоки? Доброго дня. Меня зовут Тамара Ковалева, да, я руководитель производства в данном случае. Мы говорим о нашем, наверное, правильно сказать, бренде теперь, falconier.ru. Мы говорим об этом стеклянном кирпиче. То, что принято называть стеклоблок, ну, наверное, мы считаем, что это больше относится к тому самому индустриальному блоку, да, тоже стеклянному, на самом деле, кирпичу. Все это близкие понятия. Но индустриальный кирпич появился благодаря изобретению Гюстава Фальконье. Вот такой полукирпич выдувался когда-то на фабрике в Швейцарии. С этого все началось. Вы говорили, что изначально вы занимались производством печей. Да. Сначала мы, как NV Glass Lab, нас так и знают, мы занимались и занимаемся, продолжаем заниматься изготовлением, производством печей для стеклодувных мастерских. Наша история началась с мечты Елизаветы Лихачевой, на тот момент директора музея Щусева, которая посетила выставку в Ньоне, посвященную Гюставу Фальконье. Собственно говоря, загорелась мечтой сделать такую же в России. О дальнейших событиях расскажет Никита Андреев подробнее. Сейчас мы находимся на Петроградке в жилой квартире, и хозяева квартиры очень хотели, чтобы у них был такой петербургский вайб, петербургское настроение, и для этого они использовали стеклянный кирпич Falconier. Меня зовут Никита, по образованию я искусствовед. Когда-то я начал собирать эти стеклянные кирпичи, и в определенный момент потребовалось их воссоздать, реконструировать технологию для того, чтобы показать это явление в масштабе для выставки в Москве, которая проходила в прошлом году, в 23-м. А это должна была быть русско-швейцарская выставка, которая бы показывала масштаб этого явления во всей красе, его распространение по миру, по Европе, по России, различные модели, саму идею этого стеклянного кирпича. Ну и то, чтобы показать это было можно в масштабе, в таких подобных стенках, нужно было реконструировать технологии, потому что старых кирпичей было очень мало. На самом деле, когда я был на выставке, я был уверен, что это все где-то куплено на Авито, я даже где-то прочитал, что это все оригинальное, а оказалось, что это произведено в Петербурге в большом количестве и по оригинальной технологии. На самом деле я был на этой выставке, и меня очень впечатлили ваши витражи. По-моему, там было у меня даже фотографии есть, я могу так показать, рядом с этой стеной. И я после этого загорелся идеей, как-то использовать это в своих проектах. И начал вас искать, и вот так я здесь оказался на самом деле. Именно та выставка привела меня сюда. В этом как раз и большой смысл работы музея. Не только рассказать, мы же хотели, чтобы рассказали о том, что можно восстановить и что можно использовать. Это же совершенно потрясающий современный продукт. Он не потерял своей актуальности. Да, он не нужен больше в таком масштабе и количестве, но такой же актуальный. Старые кирпичи, они попадали к нам как раз-таки с Авито, с различных обложек, антикварных магазинов, из заброшенных домов, из европейских аукционов. А современные, конечно, мы уже делали сами, и нам удалось достичь, очень близкого к оригиналу результата, что иногда их даже не отличить. Мы реконструировали определенный ряд моделей, около 10 штук, и постепенно увеличивали количество цветов, доступных нам в качестве сырья. И затем, после пары успешных реставраций, появилась возможность продавать это в такие индивидуальные дизайнерские проекты. А можешь коротко познакомить зрителей с историей Falconier? Что это был за человек, откуда это все началось? Да, конечно. Гюстав Фальконье, он родился в 845 году в швейцарском городе Ньон, на берегу Женевского озера. Он получил европейское образование, после этого вернулся к себе на родину, постепенно, набирался
практического опыта, стал городским архитектором, вот, но все свободное время он уделял различным разработкам, вот, поиску новых идей, совершенствованию старых каких-то технологий. Он был сторонником прогресса. Вот, ну и в определенный момент у него родилась идея стеклянного кирпича, которую воплотили швейцарские стекольщики. Вот, они находились немножко. После успешной апробации он уже начал производить это массово и предлагать это окрестным жителям. Ну и потом об этом узнали во всей Швейцарии, и затем уже, так сказать, ждала международная известность. А с какого момента пошла уже такая широкая популярность? Я слышал про Чикагскую выставку. Была такая выставка в Чикаго в 893 году, всемирная выставка, вот, куда были приглашены все страны. Вот, и в качестве экспонента Швейцария пригласила Фальконье и разрешила ему выстроить несколько павильонов на территории выставки, чтобы продемонстрировать возможности материала. Вот, и так о нем узнали во всем мире, ну и прежде всего в Европе и в России. Гигантский стеклянный купол, это там было или нет? Нет, это было позднее, уже в 900-е годы, в Швейцарии, в таких городах, как Цюрих, Базель. Там эти купола, своды сохранились. Вот. Также буквально вчера я узнал о том, что сохранился такой купол в Испании, близ Барселоны. Ну и также вот самый ближний к нам подобный купол есть в Вильнюсе и в Москве. Расскажите, чем вы отличаетесь от конкурентов? Наверняка есть какие-то отличия, мне вот интересно послушать просто вот про отличия. Ну, у нас нет конкурентов, у нас есть коллеги. И наши коллеги, они молодцы, они тоже выполняют, они выполняют заказы. А мы не выполняли заказ, мы делали совместную работу большую. И мы в нее включились и увидели в ней много смыслов. Это не про классический заказ, где, ну, грубо говоря, у тебя есть за столько-то денег такая-то работа. А это работа, которую мы все вместе формулируем, потому что в ней большая идеологическая, что ли, нагрузка. То есть мы же изначально хотели сохранить. Вы занимаетесь реставрацией, насколько я знаю. Мы работаем с теми, кто занимается реставрацией. То есть мы хотим помогать тем, кто ею занимается. Хотим помогать тем, кто хочет сохранить, а не готов быстро-быстро что-то там как-то переделать. Такой кирпич, художественный, я бы так его назвал, он сменился именно таким серийным кирпичом. Конечно. Когда это произошло? Ну, это почему? Происходило чуть ли не с середины 900-х годов, когда появились первые установки для прессования вот строительного стекла. Сначала стекло было однослойным, потом вот уже там в 30-е, 50-е годы кирпичи, вот стеклянные блоки, как мы их называем, стали двуслойными. Вот, и сохраняют вот этот облик до сих пор. Ну и, конечно, уже произошел отказ от ручного производства. Вот, и просто вот идея Фальконье, она была как бы самой первой. И вот по технологиям того времени, конечно, это было. Ну, то есть просто экономика выиграла, получается. Ну, то есть идея, она прошла определенную эволюцию. То есть от ручного производства к полумеханизированному и потом полностью уже к промышленному производству. У нас, я знаю, сейчас тренд на как раз возвращение к к ручной работе, и как раз эта вещь, я думаю, что набирает сейчас обороты у вас. Ну да, мы постоянно пытаемся, вот, так сказать, расширяться, искать что-то новое, расширять цветовую линейку, дополнять там собственными дизайнами исторические модели. Вот. Ну и, конечно, это достаточно универсальная вещь для любого интерьера, она нейтральная, она вне какого-то там исторического стиля, вот, и она, в принципе, может быть применима в любом современном интерьере. Мы изучили очень много образцов, и наша задача была все-таки вывести их пропорциональную гармонию так, чтобы мы могли оставлять то, что сохранилось, и докладывать новыми. Задачи нет. Просто взять все, выбрать и поставить новые кирпичи. Нет такой задачи. Наоборот, мы бы очень хотели, чтобы это было вот главным таким понятным посылом. Сохраняем. Мы сохраняем это красивое стекло. Ну, за 100 лет, да, кристаллизация происходит. Вот у нас есть экземпляр. Видите, такой немножко это оригинал. мутный. Да, это оригинал. Да, это модель номер 3. Вот она такая мутная немножко. Ну, честно сказать, кристаллы и у нас внутри начинают расти. Мы видим иногда такие красивые, как узоры морозные. Наша задача в работе с теми, кто воссоздает и реставрирует, это добиться максимального подобия. То есть все-таки в воссоздании мы понимаем, что мы что-то делаем с нуля.
но мы изучили историю как никто, и об этом Никита Андреев расскажет много. То есть его коллекция, она самая большая, я думаю, не только в России. Никит, ты говорил, что сейчас вся информация, вот на нашей первой встрече, что вся информация сейчас утрачена, то есть нет никаких там книг, чего-то каталогов, что-то такое. По сути, вы раскопками занимаетесь. Этой темой я занимаюсь с 2014 года, и на тот момент действительно очень мало было информации в интернете, в каких-то профильных изданиях. Буквально вот по крупицам за эти 10 лет удалось собрать некую картину того, как это все было, как все начиналось, как все эволюционировало, как все там прогрессировало и распространялось по миру и постепенно уступило другим видам строительного остекления. Расскажи подробнее, какое применение в архитектуре? То есть это обычный кирпич, только стеклянный или как еще? Прозрачный кирпич. Использовать его можно в качестве таких перегородок внутри интерьера. И прежде всего исторически их использовали как уличные окна, чтобы защитить от воздействия внешней среды, приглушить свет на солнечной стороне, и сделать это окно непроницаемым для звуков, запахов, и чтобы через него нельзя было ничего увидеть. Меня больше всего, конечно, эти купола впечатлили, но ты говорил за камерой, что сверху делался еще один контур, потому что это просто было бы... Да, то есть это просто климат Европы, как сказать, принуждал такое делать. И, конечно, если верхнюю часть кирпича, ее лучше было защитить еще одним уровнем стекла и сделать межкупольное пространство обслуживаемым. На нем раньше там кольцевалось отопление, было множество других другого оборудования. Расскажите, кто ваши клиенты, даже не так, с каким запросом к вам приходят? Первый запрос, первая категория, это как раз реставраторы. Мы это уже обсудили, да. Да, второй вопрос, да, это как раз люди ищущие, это архитекторы, это сами владельцы помещения, они самые разные, не всегда это домашнее, это иногда общественные пространства. Люди, которые понимают, что должно быть какое-то сердце внутри. Понимаете, у нас нет практически границ в использовании материала. И стекло настолько концентрированно, настолько красиво передает свет, настолько красиво зонирует, отделяет. Есть те, у кого нет задачи построить просто перегородку. Да? К нам приходят, точнее, правильнее было бы сказать, что к нам приходят не для того, чтобы построить просто перегородку, а для того, чтобы внести какое-то многообразие цвета и света в свою жизнь. И даже если это бесцвет, да, и нет световых лучей, то это все равно преломление, это отблески, это какое-то мираж, зонирование, потому что и видно, и не видно через него. Мне кажется, что это ничего. просто очень живой материал. То есть... Абсолютно. Стекло — это магия, стекло абсолютно непознаваемое, оно каждый раз преподносит сюрпризы при производстве. Нет такого, чтобы у нас все шло абсолютно одинаково, так не бывает. Нет такого, чтобы... У нас нет ни одной похожей работы. Я могу точно сказать, что ни в одном ресторане, ни в одном помещении сейчас нет похожих даже сборок и кладок, нет похожих перегородок. Все очень разное. И как раз этот запрос наш самый любимый. То есть, когда нужно что-то придумать, как будто какую-то жизнь, как будто ты создаешь какое-то живое существо, организм, но в то же самое время это про архитектуру, это про четкость, это про такую красоту, а при этом очень много такой творческой и неожиданной любви. К вам приходит заказчик или дизайнер, или просто обычный человек, и он хочет использовать вашу технологию. Он приходит с какими-то референсами, или он какие-то свои идеи подкидывает? Как вообще это может все работать? Чаще всего это уже вопрос к готовым моделям и к их применению. Обычно это перегородки, либо какие-то уличные окна между помещениями. По сути, от заказчика требуется только размер и цветовая схема. Стеклянный кирпич, он позволяет, так сказать, раскрыть собственную фантазию, потому что очень большое количество цветов, и ты можешь их скомбинировать как угодно, такая мозаика витража. И сейчас, конечно, супер популярная тема, везде, кто работает со светом, это разная акустика, отражение, преломление, и в этом плане, конечно, эти блоки работают просто космически.
акустически. То есть я когда увидел все это, ну, вот на той же самой выставке, когда были Да-да-да. подсветки, когда был дневной свет, и этот бесконечный разливающийся вот акустический свет преломленный, это, конечно, ну просто фантастика. Ну, нужно сказать, нет ни одного одинакового кирпича. 100%. Потому что они все вот, ну, живые, можно сказать, каждый делается вручную, и каждый имеет свои нюансы, пузырьки, там, разную толщину стекла, и это играет. Вот вы сейчас с заказчиком здесь обсуждали, да, что в некоторых кирпичах как раз есть пузырьки, и на серийном производстве такого бы никогда не было. Ну да, это было бы очень маловероятно. Я, когда побывал на вашем производстве, меня очень удивило рассказ Никиты о том, что вы не красите стекло. Вот можно немного рассказать зрителям Про процесс. про процесс? Что значит не красите? Оно же разноцветное. Действительно, частый вопрос, тоже сталкивались. Стекло должно быть окрашено в массе, это происходит в процесс варки стекла. То есть изначально собирается из шихты, это песочек с разными добавками, и, конечно же, окрашивается все оксидами металлов. И потом мы уже занимаемся переплавкой. То есть варка – это отдельный процесс, а плавка стекла – еще один отдельный процесс. Ну, по сути, вы как бы пропускаете процесс именно появления цветного стекла, и сразу же... Мы в данном случае, да, то есть мы, конечно, занимались этим, есть у нас тут сзади нас экземпляры, которые мы сварили в своей печке и, да, выработали в кирпичик фальконье. В целом задача использовать то стекло, которое есть. Оно может быть уже сваренным, мы его можем купить, готовое, красивое. Мы можем его собрать, как бы, да, известная всем бутылка. Я видел у вас там склад, во-первых, боржоми, мне очень понравилось, Да. и еще у вас была джин Бомбей. Джин Бомбей. Это он, да? Это он. Дело в том, что утильное стекло, вот стекло, которое можно еще раз использовать, то, что для многих считается мусором, хотелось бы победить эту историю, это ни разу не мусор, стекло дорогое, стекло прекрасное, и оно не становится дешевым от того, что вы его выбросили. Как бы просто вы выбросили и деньги, и что-то сердце разбили. Стекло можно перерабатывать, ну, практически бесконечное количество раз. Да, не все цвета это любят. Холодные цвета, собственно говоря, почему они, ну, тарное стекло, оно такое вот все холодных оттенков, они лучше всего переплавляются с сохранением своих оттенков. С теплым сложные истории происходят, например, есть у нас красные стекла, которые могут стать просто вот смальтовыми матовыми, то есть они теряют прозрачность. Вот. Такое происходит с теплыми спектрами цветов. Ну, как бы. Или уже сложно сваренный на заказ, когда мы точно понимаем, что у нас останется стекло такого же цвета, да, как сваренное, переплавленное остается. Вот. Но вот эти потери, они в основном в теплых оттенках. Да, потому что химия – это очень, очень интересно. И расскажи, пожалуйста, про вашу миссию. Я знаю, что вы не просто там штампуете ради денег это, я знаю, что вы очень концептуально ко всему этому подходите, идейно. Ты мне показывал каталоги, и мне очень понравилось какие-то по поводу стульев тонны. То есть, ну, человек увлекается, просто максимально погружен в историю. Расскажи, пожалуйста, про вашу миссию. Да. Чтобы заниматься историей, прежде всего, нужно быть знакомым с первоисточниками. Вот. В случае фальконье это как бы исторические фальконье, в случае там любых других сфер старой жизни, это вот какие-то каталоги, прескуранты, которых я удалось собрать в большом количестве. Вот. Ну, миссия наша как бы прежде всего была вот, в том, чтобы сохранить изначальный замысел архитекторов вот, в исторических зданиях, что успешно там, так сказать, практикуется последние 4 года. У нас уже около 10 реставрационных проектов по всей стране. Это не только Москва и Петербург, это Нижний Новгород, Саратов, вот. Возможно, будет Выборг, Самара, ну и другие города, где, конечно, были фальконье. Потому что я сам после этой выставки для себя открыл, гуляя по Петроградке, я стал их видеть. Да. Здесь. Ты начинаешь это видеть. Я начинаю это встречать, и совершенно по-другому меняется вообще отношение к этой истории, поэтому я хотел на самом деле выразить огромное вам спасибо за то, что вы вот как бы возрождаете эту историю и даете ей, по сути, второе дыхание. Да. Ну и, опять же, повторюсь, что она абсолютно универсальна, и, так сказать, вот этим самым мы можем дарить красоту уже в современном интерьере. Какие бывают виды вот, оригинального кирпича стеклянного? В нашем случае виды – это модели. Да? А у моделей были номера. Возможно, их было намного больше, но как бы мы говорим, и мы восстанавливали те, которые, ну, скажем так, наибольшую популярность обрели, и, ну, и одна наша мечта. Самая популярная модель номер 9, она популярна везде, то есть это Европа, Запад, Россия.
Ее мы делали дольше всего. То есть, в принципе, на нее ушло, мне кажется, 2 года. Это было похоже на историческую такую вот неровную такую вот историю. Вторая по популярности — это модель номер 8. Дальше, наверное, Мне вот идет это моя любимая. модель Моя номер любимая. 7. Ну да, конечно, преломления тут безумные абсолютно. Но ее надо в массе показывать, то есть по одному кирпичу ничего не понятно. Нет, многое понятно, если вблизи. Ну, плюс она, ну, тактильность, конечно, у всего очень... Вот к модели номер 9, в общем-то, распространенная в России в основном, возможно, она у нас и была изобретена, это лучевая такая вот модель. То есть это лучевой рельеф 9-й модели. Вы у него вот как бы про эту номер- очень с трепетом рассказывали модель. Да. Да, это наша мечта. У нас была мечта, когда вот мы восстановим все основные модели. Значит, в каталоге ньонском была раковина, вот, и окошечко небольшое, то есть не видно, где оно находится, то есть буквально сборка из раковин. Ну, мы считали, что это эталон, у нее нет номера, это просто раковина. Нам из Швейцарии присылали фотографии, мы объяснили как, знаете, с условными предметами, понятными всем, то есть там скотч, зажигалка, лист А4, масштаб. да, чтобы мы могли, потому что эта раковина, ну, в стекле есть только у одного человека. И, собственно говоря, вот так вот она получилась, она есть. Также у нас есть модель номер 5 и модель номер 3. Вот это оригинал. Это оригинал. Здесь прям написано. Да. Только Ну, где-то есть наша модель. Ну, в общем, да, это тоже все то, что мы восстановили. Вот, они встречаются реже, но есть. Скажи про свойства этого стеклянного кирпича. Чем он отличается, во-первых, от стеклоблоков, и вообще про него. То есть, что это такое за материал? Ну, главное отличие от современного стеклянного кирпича, стеклоблока, это то, что здесь рельеф снаружи. Вот в этих стеклоблоках он спрятан внутрь. Вот, и это делает как раз-таки изображение непрозрачным через него. Вот. Здесь этот рельеф такой чуть-чуть вогнутый, он защищает от ударов, вот, от механического любого воздействия, от воздействия внешней среды. Вот, по сути, из них собирали первые стеклопакеты. Абсолютно непроницаемые двуслойные окна. Вот, здесь есть наружный и внутренний слой стекла. Конкретно из этой модели как раз собирали вот эти сводчатые куполы. То есть вот эта модель, модель номер 7, она была предназначена для парников, зимних садов. И, Вот это выпуклость внутрь, да? Это выпуклость наружу, как раз, чтобы она была, защищала от любых осадков. А вот эта плоская сторона, ее можно было бы на распалубку укладывать ряд за рядом, вогнуто по ходу вот этого свода. Колоссальная совершенно звукоизоляция, теплоизоляция. То есть это цемент может дать вам какую-то проницаемость, стекло никакой. Не слышно вообще. Мы собирали друг напротив друга, то есть не слышно даже, когда ты стучишь по стеклу, с той стороны ничего. Ну, то есть шумоизоляция просто 200%. Я хотел спросить по поводу как раз хрупкости этого материала. Насколько это хрупкая история? Ну, как бы неудачно уроненное может разбиться. Ну, а так нет, конечно. То есть здесь все... Ну, потому как что бы, если град, куриное яйцо пойдет на улице, нормально? Должно быть все хорошо, потому что должно быть все, что нежное, все углы должны быть закрыты раствором. И кирпичи, вот как здесь, да, крепятся просто на цементный раствор, да? Да. На обычный цементный раствор. Исторически это был Portland цемент. Вот, никакого дополнительного армирования внутрь не шло. То есть вот такие стенки, они могут быть достаточно высокими. Самые высокие, вот известные мне, там, достигали 3-4 этажей. Они прям подряд? Да. Без каких-то вот дополнительных То есть, усилений. по сути, это обычный кирпич, несущий? Да. Самая несущая конструкция. Здесь мы можем видеть вот такую стенку из холодных зеленых оттенков. Вот. Здесь использовано 2 оттенка стекла. Одно французское. Вот. Здесь мы переплавляли посуду. Вот. А другие это советские стекла с хранения, вот, которые тоже успешно себя показали в переплавке. И здесь эти цвета так сочетаются, плавно переходят, появляется градиент, но при этом вот, отличие тонов очень сложно различить издалека. Главный вопрос, из чего стоимость складывается? Ну, в нашем случае стоимость складывается точно из стоимости стекла, которое мы покупаем, или, ну, как бы, то есть грех думать, что это бесплатно, попробовать собрать столько нужного, да, переработать.
Дальше мы все-таки находимся в центре Петербурга, вот, поэтому здесь соответственные расходы. То есть это энергозатраты, время, затраченное на небольшую партию, качественный отжиг, зарплаты труда. Я прекрасно понимаю, да, что у вас все-таки штучно. Вот сегодня я был на вашем производстве, у вас 3 человека работает. Это не какая-то огромная фабрика, которая просто штампует эти стеклянные кирпичи. И, конечно же, это сказывается на стоимости. Да, конечно. Количественный показатель, он всегда важный. Плюс, что касается нас, ну, так как мы вели работу над восстановлением, мы говорим о том, что мы воссоздали не только все модели, да, все виды кирпичей, но и все формы каждой модели. То есть мы за грамотную сборку. Вижу, с какой действительно любовью вы рассказываете вот про вашу работу. Я понимаю, что это вот вообще не про деньги. Я хотел спросить, у вас в вашей компании есть какая-то миссия? Безусловно. Конечно, это все должно быть, как говорится, про деньги тоже, но это понятный, естественный сопровождающий процесс любого правильно, мне кажется, сформулированного производства. Поэтому в нашем случае самое главное – это формулировать и доносить. А доносим мы следующую мысль. Стекло прекрасно. Стекло – это магия. Оно не является, скажем так, чем-то однозначным и навсегда принятым. То есть, понимаете, вы можете сейчас совершить так много процессов, встроить в такие разные жизни, получить разные результаты. Этот кирпич, он помогает нам рассказывать о том, что можно делать с этим материалом, и помогает нам рассказывать о том, что это вне времени. Мы имеем как будто мост, такую бесконечную связь и с прошлым, которую мы точно должны ценить, потому что это красота, которая учит нас делать что-то красивое в будущем. Вот мы про это. Меня очень вдохновил ваш рассказ. Вот честно, я сейчас слушаю, просто я заслушался. Спасибо огромное за ваш рассказ. Александр, Я надеюсь, что нашим зрителям было интересно. Я уверен в этом. Вот, я обязательно оставлю ссылки на вас, вот, чтобы, если кто-то заинтересуется, чтобы могли к вам обратиться за этой красотой. И я думаю, что сам тоже к вам через какое-то время обращусь. У меня есть одна мысль. Мне очень понравилась лекция сегодняшняя. Вот, поэтому обязательно, если есть идеи, если есть запрос, то обращайтесь, все будет супер. Да, все возможно. Вот, да, на примере этого замечательного окна внутри квартиры. Вот. Ну и с нетерпением ждем вашего проекта. Спасибо огромное. Ссылочки будут под видео. И, конечно же, тоже, если видео интересное, оно супер интересное. Ставьте лайки, подписки, все дела. Наши социальные сети тоже будут под видео. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. До скорых встреч. Обращайтесь.